японская философия существует несколько сложившихся подходов как к определению, так и к пониманию, что такое японская философия. Японская философия – это философия, раскрывающая мышление Японии. Если, начиная с древних времен, в древние времена было преимущественно сильное влияние синтоизма, анимизма и шаманизма. В дальнейшем проявили себя буддизм, конфуцианство плюс западная мысль. И все это объединилось, смешалось и, соответственно, установился уникальный для Японии мыслительный климат. Также можно сказать, что философия, разработанная в Японии, всегда находилась в тесной взаимосвязи с внутриполитической борьбой за власть. Хотя в академическом дискурсе сравнительных культурных исследований несколько лет назад оспаривалось, существовала ли вообще японская философия или философия в Японии до периода Мэйдзи, в настоящее время на этот вопрос отвечают преимущественно утвердительно, поскольку в Японии уже давно велись интеллектуальные дискуссии по классическим философским вопросам и темам. До сегодняшнего дня обсуждение японской философии часто определялось сильными аспектами Нихон Дзинрона. Нихон Дзинрон, теория о японцах, это комплекс исследований об уникальности японцев. Исследования в рамках Нихон Дзинрон серьезно повлияли на становление японского общества. Вклад в данную теорию на разных этапах ее становления вносили многие социологи, культурологи, психологи, философы и другие исследователи гуманитарных дисциплин. Авторы многих стран по разным причинам в большинстве своем придерживались различных предрассудков относительно надвременного, как бы надкультурного, специфического характера японской мысли времен Какугаку и последующих дискурсивных традиций. Стоит отметить, Какугаку – национальное культурное движение в Японии в период сёгуната Токугава, середина 17 века. Опираясь на национальную японскую религию синто, адепты движения Какугаку и основанная ими школа делали основную ставку на изучение старинной японской поэзии и традиционного японского искусства. Какугаку внесло свой вклад в японскую философию и культуру, придав последние черты оригинальной японской самобытности, узнаваемости среди культур государств Восточной Азии. И из-за недоразумений и ошибочных выводов, которые неизбежно возникали из предположений, недавние авторы утверждают, что вместо того, чтобы говорить о японской философии, лучше говорить о философии в Японии. Также можно сказать, что японская философия исторически представляла собой сплав как местных синтоистских, так и других религий, таких как буддизм, даосизм и конфуцианство. Было сильное влияние как китайской философии, так и индийской философии. Примеры. Митагаку. Митагаку – это философско-научная школа Японии 17-19 веков. Берет свое начало в области Мито, когда Токугава Мицукуни основал в 1647 году исторический исследовательский институт Сёкокан для составления Дай Нихон Си – история Великой Японии. И дзен. Дзен – это школа мистического созерцания или учения о просветлении, появившийся на основе буддийского мистицизма. Большая часть современной японской философии находится под влиянием западной философской мысли. С самого начала отношение к философской истине было тесно связано с мифологией Японии, в которой преобладало мнение, что все компоненты реальности наделены языком. Японская мифология, Нихон Шинва, мифология древних японцев, система сакральных знаний, включающая традиции синтоизма и буддизма, а также народные поверья. Религия синто содержит огромное количество ками. Ками в синтоизме – духовная сущность, дух, божество – каждый из которых играет свою особую роль в мифологии. Показательным является также такое понятие, как катадама. Катадама – душа слова, понятие в японской культуре, связывающее с произнесенным словом некие сверхъестественные атрибуты. Учение о катадама предполагало, что в каждом слоге японского фонетического алфавита заключена мистическая сила
творение, позволяющее воздействовать на мир. Отсюда вытекала идея о невозможности менять нарита, молитва или ее текст, ни единого слога. В этом случае магический эффект может пропасть, а то и вовсе выйти обратным задуманному. Также из этого в итоге делался вывод о наличии у священных текстов тайного смысла, постигнуть который можно, анализируя мистический смысл составляющих текст знаков. Жители Японии впервые познакомились с философскими идеями в период яйой через иммигрантов, прибывших из Восточной Азии. В основном они прибыли из Китая, также из Кореи. Данные контакты в дальнейшем были расширены, велся тесный культурный обмен. Первые японские источники, в которых явно говорится о заимствовании философской литературы, это Кодзики и Нихон Сёки. Кодзики – записи о деяниях древности, крупнейший памятник древнеяпонской литературы, один из первых письменных памятников Нихон Сёки, японская летопись, один из древнейших письменных памятников в Японии. Китайские источники свидетельствуют, что в Японии были знакомы с терминологией конфуцианской философии, включая человечность, мудрость, верность и так далее. Однако в Японии были опущены важнейшие классические конфуцианские идеи. По мнению многих историков, философские основы даосской космогонии были известны уже в период яйой, и они были включены в поддерживающие государства. Однако в дальнейшем они не имели сильного значения для философии в Японии, и только с VII века они приобрели большее значение.